Всех приветствую! Это будет небольшое видео о ремонте вот таких вот довольно многим знакомых переключателей серии P2K. К съемке этого видео меня сподвигло две вещи. Ну, во-первых, буквально на днях я смотрел одно из видео довольно известного в радиоэлектронных кругах австралийца по имени Дэйв Джонс. У него есть соответствующий довольно крупный канал на YouTube EEV-блог. И вот, собственно, в одном из этих видео он пытался отремонтировать какой-то старый мультиметр фирмы Keithley. Инструмент был настольный, довольно крупный, и у него не было даже авторежимов. То есть прибор сам по себе довольно старый, где-то, наверное, из 80-х. Но что сразу же зацепило мой взгляд в том видео, это при показе внутренности этого мультиметра я увидел переключатели очень визуально похожие вот на вот эти вот P2K. Трудно сказать, кто у кого спер конструктив, СССР у зарубежных своих знакомых или наоборот, но факт остается фактом. Переключатели, которые использовались в той старой технике Keithley, они очень-очень похожи вот на эти P2K. Практически один в один конструктив повторяется. И как только я увидел эти самые переключатели в том мультиметре, я сразу практически у меня засвербила мысль срочно проверить, срочно смазать, почистить переключатели, потому что они всегда являются проблемой. Да, с одной стороны, постоянная проблема — это вот именно вот эти вот советские P2K. Возможно, они отличаются качеством вполне вероятно, и причем не в лучшую сторону от иностранных. Допускаю такой вариант, поэтому, видимо, просто у Дэйва не возникло такой мысли именно потому, что иностранные такие переключатели не вызывают таких проблем, как обычно делают наши P2K. Но тем не менее, мысль у меня таковая возникла сразу, и, естественно, по истечению часа Дэйв наконец-то дошел до той мысли, что все-таки проблема именно в этих вот переключателях. Ну, те, кто работал с какой-то советской техникой и знают эти P2K лучше, чем свои 10 пальцев, я думаю, прекрасно понимают, что эти переключатели постоянно начинают глючить. Основная проблема — это износ и окисление контактов внутри переключателя, из-за чего начинается дребезг контактов, и как следствие, если, например, где переключатели стоят в каких-то аналоговых цепях, например, появляется какой-то шорох, нестабильный сигнал и так далее. Попадаются они много где, например, даже вот в простейших советских трехпрограммниках, радиоточках, то есть вот эти вот встроенные переключатели, это именно вот эти вот P2K, которые обычно ставятся группами рядышком, объединяются одной железной планкой, соответствующим ползунком внутри, то есть при нажатии одной кнопки другие отпускаются. Такие вот довольно функциональные кнопочки, но тем не менее они не очень-то надежные. Ну а вторая причина, по которой я решил записать это видео, это потому что в поиске YouTube я не нашел ни одного видео, которое бы покрывало тему ремонта вот этих вот P2K. То есть просто я забил в поиск ремонт P2K, и в лучшем случае все, что я увидел, это один какой-то ролик от Чипа Дипа, который, естественно, я никогда не смотрю, ибо это какой-то лютый трэш. Ничего другого вообще касающегося наименования P2K в YouTube вообще не встретилось. То есть какой там ремонт, даже ни одного упоминания. Так что я решил снять ремонт вот этих самых P2K. Да, они, конечно, сейчас уже мало где используются, но тем не менее они все еще продаются, и все еще есть техника, в которой они стоят и которую надо периодически обслуживать. Так что приступим. Конструктивно любой P2K это как минимум две пары переключающихся контактов. То есть если посмотреть на вот эти вот ножки, торчащие как у ежика в стороны, то на самом деле вот вертикально вот это проходит нога насквозь. То есть вот это и вот это одна и та же нога. Вот это и вот это тоже одна и та же. В общем, то есть просто 6 ножек, которые насквозь проходят через корпус переключателя. И, соответственно, мы имеем здесь два контакта. С одной стороны 3 ножки и с другой стороны 3 ножки. Оба этих контакта независимы друг от друга, и они оба являются переключаемыми. Соответственно, в верхнем положении штока переключателя загнутые контакты этот, и, соответственно, этот с этим. То есть вот эти два замкнуты между собой и вот эти два замкнуты между собой. Еще раз повторюсь, отдельные группы контактов между собой никак не связаны. А когда мы шток нажимаем, то внутри перемещаются ползунки и получаются замкнутыми вот эти два контакта и вот эти два контакта. Таким образом, у нас есть пара переключающихся контактов. Либо верхние замыкаются, либо нижние. Естественно, эти переключатели бывают немножко более увеличены, но всегда количество ножек у них по одной стороне кратно 3. То есть, как видно, 6 аналогично, то есть группа здесь переключающихся контактов и еще одна группа ниже. Или вот, например, вот такой монстр, все то же самое. Здесь тоже количество ножек кратно 3. То есть
Раз группа из шестиножек, 2 группы из шестиножек, 3 группы из шестиножек, 4 группы из шестиножек. Здесь стоит 8 одновременно переключающихся групп контактов. По 4 с каждой стороны этого длинного переключателя. Разбирается P2K довольно просто. Достаточно снять вот эту вот стопорную квадратную шайбу на штоке и освободить пружину. Здесь надо быть внимательным, потому что пружина все-таки здесь напряжена, то есть она может выстрелить куда-нибудь, не дай бог, вам в глаз. Поэтому делаем это аккуратно, например, там таким пинцетом или чем-то вроде того, подцепляем вот в эти отверстия, придерживаем пальцем это все, чтобы пружина у нас никуда в ненужное место не улетела. Убираем шайбу и аккуратно отпускаем пружину. Снимаем, и таким образом у нас уже шток становится свободным. Плюс у нас с другой стороны, как видно, выпало 3 небольших элемента, которые отвечают за фиксацию этого P2K. Потому что они бывают как с фиксацией, так и без. То есть вот еще пока собраны, вот эти элементы здесь такой нахлобучкой сверху. Смотрим. То есть это кнопка с фиксацией. А если, например, посмотреть на вот эту самую здоровую, то видно, что отверстие здесь есть, но вот этих элементов нет. И эта кнопка не фиксируется. То есть вот эти вот 3 механических элемента, они отвечают именно за фиксацию кнопки. Их надо вернуть обратно, если эта фиксация нужна. Но, собственно, теперь все просто. Мы просто вытаскиваем шток с противоположной стороны. Будьте внимательны, потому что с той стороны начинают выпадать вот такие металлические лепестки, которые и замыкают у нас контакты изнутри. Соответственно, у нас 2 группы переключающихся контактов и 2 вот этих вот металлических язычка. Ну, сам шток. Иногда он, кстати, ломается, например, по кнопке. Так что при желании этот шток можно заменить от другого такого же P2K, даже не выпаивая его с платы. То есть, опять-таки, также выцепляем шайбу, снимаем пружинку, вытаскиваем шток, меняем его на новый. У этих переключателей 2 основных проблемы. Во-первых, это износ. Это может быть износ как вот этой пружинной части контакта, но здесь, как видно, она довольно еще толстая, никаких не имеет на себе задиров, так что здесь явно это не проблема. Вторая проблема кроется уже внутри. Тот же самый износ, но уже вот этих вот как раз штырьков, которые являются контактами и по которым скользят вот эти металлические лепестки. Если выключатель использовался очень часто, то вот на этих самых вот лепестках изнутри, как раз там, где по ним скользит лепесток, получается аж довольно глубокая выработка. Иногда стачивается вплоть до половины стержня. То есть визуально вот так вот, взгляде изнутри, видно, что эти самые штырьки просто сточены. Вторая проблема, я думаю, ее видно и снаружи, это потемнение всех этих контактов. То есть все вот эти вот стержни, они окисляются, они чернеют. Естественно, окислы плохо проводят электрический ток, и, соответственно, у нас возникает проблема с хорошим, а вернее с плохим контактом. Решение обеих проблем в принципе довольно простое. Если мы замечаем на вот этих вот контактах изнутри довольно большую выработку, то решение приходит очень простое. Эти контакты в корпусе в принципе можно провернуть. То есть вот смотрите, здесь вот у самого основания контакта видно небольшую такую как бы смятую часть, которая препятствует вылету контакта из корпуса, то есть она его фиксирует. Но тем не менее внутри-то он круглый по-прежнему. Если я его хорошенько зажму плоскогубцами, то видно, что я могу его поворачивать. В этом и заключается такой ремонт небольшой этого P2K. То есть если мы видим выработку, мы можем просто довернуть его до того состояния, когда эта выработка окажется с другой стороны от лепестков, и соответственно мы получим снова неизношенную часть контакта под лепестками. Таким образом можно продлить жизнь любому P2K, у которого износ еще не критичен. Естественно, такой вариант не прокатывает в случае, когда этот P2K впаян, например, в плату. Перед этим его придется выпаять из платы, потому что нам нужно этот контакт провернуть. Но не обязательно его полностью демонтировать. То есть достаточно просто освободить от припоя ножку и с другой стороны теми же плоскогубцами довернуть эти самые контакты. То есть можно не разбирать полностью весь набор переключателей. Вторая проблема — окислы. Можно решить это химическим путем, то есть набрызгать туда очиститель контактов, либо механическим путем, например, при помощи маленького надфиля. Так как у нас все контакты расположены в одну линию, достаточно просто просунуть туда надфиль плоской стороной и потереть эти контакты с одной стороны, а затем с другой стороны. Таким образом можно зачистить от окислов сразу все имеющиеся контакты внутри с каждой из сторон.
Аналогично, если хочется очистить по кругу полностью все контакты, то можно доворачивать каждую ножку и повторять процесс механической очистки до тех пор, пока изнутри этих окислов не останется вовсе. Но это уже чисто перфекционизм. Опять же, выполнять процедуру такой механической чистки при случае даже можно, не демонтируя переключатель ни с крепежей куда-то к корпусу, ни с печатной платы. То есть, опять-таки, вытаскиваем шток, и если нам позволяет место в приборе, не снимая переключатель, просовываем в него надфиль и чистим. Причем делать это можно с любой стороны, как с лицевой, так и с тыльной. Он насквозь просвечивается. Так что, если есть таковой доступ, то эти переключатели можно так зачистить, не демонтируя из устройства. Если же мы избираем путь химической очистки от окислов, то это нужно делать не как это делал Дэйв, заливая очиститель вот сверху через контакты, чтобы они просачивались вот туда вот вдоль ножек. Для этого у выключателя есть отверстие снизу. Через него, как видно, даже совершенно спокойно имеется доступ к крайним ножкам. Ну и, соответственно, есть некоторые зазоры, так что очистящее средство спокойно просочится и далее. Говорят, что помогает иногда спрыснуть эти переключатели, а также, например, хрустящие ручки громкости ВДшкой. То есть просто с тыльной стороны туда немножко сбрызнуть. Ну и, собственно, все. То есть после этого достаточно будет несколько раз понажимать туда-сюда переключатель, чтобы лепестки уже механически дочистили окислы со всех штырьков изнутри. Честно скажу, я этот метод не проверял, то есть ВДшкой я таким образом контакты не лечил. Просто то, что слышал, то вам и говорю. Итак, суммируем, что мы можем сделать для реставрации P2K без его замены. Если у нас изношены вот эти подвижные пружинные лепестки, которые держатся на штоке, соответственно, мы их можем спокойно поменять с другого такого же P2K, не выпаивая и не снимая этот P2K из схемы нашего электроприбора. В особых случаях, если у нас применяется вот такой вот P2K довольно длинный, где есть много этих групп контактов, бывает, что не все эти группы используются. То есть, например, используется 7 из 8, а одна из них остается незадействованной. Соответственно, у нас есть один бесплатный лепесток, который мы можем перекинуть в другое место, там, где он был наиболее изношен. То есть нам даже не потребуется P2K донор. Если сильный износ заметен изнутри на вот этих контактах, то можно слегка выпаять их из платы, если они были запаяны, и довернуть при помощи пассатижей. Таким образом подставить под пружинный лепесток неизношенную часть вывода. А если внутри обнаруживаются сильные окислы, то их можно удалить при помощи тонкого надфиля механически, либо если сбрызнуть в это отверстие какую-то химию для чистки электрических контактов. Сборка P2K это более трудоемкий процесс, чем его разборка. Для этого надо сначала выяснить, с какой стороны запихивать шток, потому что если, например, вы снимали вот эту крепежную рамку, а снимается она довольно просто, здесь, как видно, есть парочка направляющих, и обычно сбоку есть вот такой лепесток, который можно просто отогнуть, и таким образом корпус разделяется на две части. В таком виде корпус практически симметричен, но не совсем. Внимательно посмотрите на его торец, и с одной стороны он будет чисто прямоугольным, а с другой стороны будет небольшой вот такой пропил. Соответствующий выступ есть на штоке. Вот он. Этот выступ мешает штоку выскочить с лицевой части под действием пружины. То есть это упорный шток, который сопротивляется действию пружины. То есть, совместив эти выступы, можно совершенно однозначно собрать P2K обратно. Далее, это самая трудоемкая часть сборки, это установка вот этих вот пружинных лепестков на их места. Устанавливаются они следующим образом, если мне, конечно, получится это еще вам показать. В общем, своим углом в 90 градусов они направляются к передней части P2K, туда, где садится кнопка, а угловой вот этой частью согнутой назад. Причем, если внимательно посмотреть, то посерединке здесь есть некоторые выступы с обеих сторон, и вот этот край лепестка свободный нужно положить так, чтобы он был с той же стороны этого пластикового выступа, что и загнутый угол лепестка. Он не должен упираться выше, иначе при заправке контакта дальше он просто согнется. Ну вот, собственно, главная трудоемкость всего этого процесса это в том, чтобы положить оба этих пружинных лепестка на место, и чтобы они не выскочили у вас куда-нибудь до того, как вы их ставите. После того просто заправляем шток на место, и он оказывается внутри. Все. P2K у нас уже снова рабочие, лепестки посажены на свое место. Естественно, если у вас используется длинный P2K, то, соответственно, у вас здесь будет несколько таких пар лепестков по количеству вот этих вот контактов. То есть на каждые 6 ножек приходится 2 лепестка. Соответственно, здесь 2, 4, 6, 8 таких лепестков.
Поэтому на длинных P2K процесс установки этих лепестков повторяется просто соответствующее количество раз. Для того, чтобы было понятно, вот я вам просто сейчас вытащу шток с длинного P2K, чтобы вам было понятно. Вот одна пара лепестков, вторая, третья и четвертая. Соответственно, заправляем в обратном порядке. Сначала эту пару шток задвигаем, потом следующую пару задвигаем и так далее, пока не будут установлены лепестки на место. Далее, если у нас кнопка была с фиксацией, то нужно обязательно установить обратно все эти механические элементы. Первым пойдет вот такой вот небольшой металлический штырек. Он заправляется в соответствующее отверстие, и внутри он в штоке ходит вот здесь соответствующим образом в проделанных канавках. То есть этот шток фиксируется при помощи вот этой небольшой металлической палочки. Сверху ставится пружинка, которая прижимает эту железяку внутрь. Ну а сверху на пружинку ставится еще одна скоба, которая держит уже в этом случае пружинку, не давая всем этим трем элементам выскочить в разные стороны. И уже после этого, выдвинув шток на максимум, мы ставим на место пружину, которая у нас вытягивает шток наружу. Здесь, конечно, опять трудоемкость, потому что надо одновременно сжать пружину и при этом достать шток, чтобы он не зафиксировался кнопкой и так далее. На камеру это делать относительно сложно, не так, как это делаешь обычно, но я попытаюсь. И последним этапом мы возвращаем на место фиксирующую скобу, вот эту квадратную. Я, конечно, попытаюсь это как-то снять на камеру, получится это или нет. Да, получится. Вот, все. Фиксирующая шайба установлена, пружинка на месте. Три элемента, обеспечивающие фиксацию, на месте, контакты почищены, лепестки прямые, все хорошо. Вот он, наш рабочий P2K. На этом, собственно, и все. Обслуживание P2K на этом завершено. И я думаю, что иностранные переключатели того же самого конструктива обслуживаются точно так же. Так что передаю привет Дэйву Джонсу. Надеюсь, он сможет каким-то образом посмотреть это видео. Я постараюсь, конечно, сделать к нему хотя бы перевод с субтитрами на английском. И дам ссылочку в комментариях под его видео про Keithley. Затем все. Благодарю вас за внимание. Смотрите другие видео, комментируйте, подписывайтесь. До встречи.